Вот такой обалденно вкусный пюре-суп с томатом я сегодня сделал. Смотрите, как аппетитно это все выглядит. А если вы желаете узнать, как я сделал это, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будем делать пюре-суп из томата. Честно скажу, что я никогда сам это не делал. Я всегда ходил в рестораны или куда в гостях был, мне всегда это понравился. А перед тем, как начать это видео, я немножко изучал на YouTube и решил с вами поделиться методом приготовления, как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Это вкусный, полезный суп. Итак, практически все, что мне понравится на столе, уже приготовил. У меня одна банка уже томатов есть, это пойдет у нас. И здесь у меня 5 красивых томатов, помидоров. Смотрите, какая прелесть, как аппетитно это все выглядит. И в первую очередь, что я хочу, я вскипятил чайник и разведем 1 кубик куриного бульона. Нам понадобится. Так. И пускай там потихонечку это растворяется. А мы тем временем возьмем томаты, все это я вымыл уже, и разрежем пополам. И я сердцевину сниму, чтобы легче кожа снималась. В первую очередь с этих томатов нам надо снять кожу. Сейчас покажу, как я буду делать. Теперь перейдем к сковородке. Здесь моя любимая сковородка. Сюда нальем немного растительного масла. Включаю газ под сковородкой. И сложим наши томаты сюда. Еще два томата осталось. Сейчас сковородка у нас нагреется, мы зальем горячей водой и накроем все это. И горячей водой заливаем. И накрываем на пару минуток. И сейчас томат у нас пропарится, и кожу будет снимать очень-очень легко. Итак, выключаю газ под сковородкой. И, по идее говоря, таким образом мы снимаем кожу теперь. Как видите, я только этими щипцами пользуюсь, и кожа снимается. Так. И теперь содержимое сковородки я отправляю в кастрюлю. Вот так. И теперь это будет ждать своей очереди. Сейчас я ополосну сковородку и начнем жарить лук. Так. Выключаю газ под сковородкой. Добавляю сливочное масло. Немного растительного масла. Пока это здесь топится, мы порежем лук. Здесь у меня 1 луковица. И лук отправляем на сковородку теперь. И слегка пережарим это все. Пока это жарится, мы сейчас порежем чеснок. Как можно меленько. Вот так. И теперь можно добавить сюда чеснок. И на этом у нас нарезки все закончились. Как запах чеснока пойдет, мы включаем газ. У нас пошел запах чеснока, я включаю газ. И меняю комфорки.
И все это содержимое идет теперь у нас в кастрюлю. Так. Теперь еще добавляю 1 банку томатов. Добавлю немного воды. Так. И добавляю наш куриный бульон. Включаем газ и дадим повариться минут 10-15. Итак, суп у меня проварился 15 минут. И сейчас это все пропустим через блендер для однородной массы. Так. Теперь ставлю опять на маленькую конфорку. Включаем газ. И теперь также я сейчас добавлю, еще у меня есть пакет такой томатный суп. Если этого нет, то значит вы этого не добавляете, а просто начинаете добавлять приправы. Теперь я добавляю сюда молотый перец. Конечно же, сейчас перемешиваем и дадим еще покипеть, потому что у меня еще тут порошок должен раствориться как следует. Добавляю сюда базилик. У меня сухой базилик. Для баланса я добавляю сюда пол столовой ложки сахара. Как вы помните, я еще не солил, потому что у нас куриный бульон сам по себе соленый. А сейчас попробуем на соль. Если надо, еще сейчас подсолим тоже. Суп получается обалденно вкусный. Теперь добавляю немного соли. Соли достаточно теперь. И накрою и дам минут 10 покипеть. Итак, смотрите, какая прелесть у нас тут. Теперь я выключаю газ. И сюда добавляю сливки. Очень жирные. Где-то миллилитров 100. И перемешаем как следует. И на этом наш суп готовый. И можно подавать минут через 5-10. Единственное, что я сейчас еще подавать не буду, потому что я испекаю хлеб в хлебопечке. Как хлеб у меня испекется, значит будем подавать на стол. Еще раз я попробую на вкус. Суп получился обалденно вкусный. Вот такой суп-пец у меня получился. Выглядит аппетитно, запах аппетитный тоже, но то же самое очень вкусно. И к этому я сделал свежеиспеченный хлеб в хлебопечке. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать в качестве супа. Простой томатный пюре-суп. Это обалденно вкусно получилось, и к этому я еще испек свежеиспеченный хлеб в хлебопечке. Я надеюсь, что, посмотрев сегодняшнее видео, я вам дал какую-то идею сделать наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотелось с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и